Пролог. Под пятым слоем была линия, под шестым – город, под седьмым – я. Я архитектор, я читаю планы, как другие читают текст, автоматически, без напряжения. Мой мозг обучен видеть систему в наборе линий, где стена, где проем, где несущий элемент, где убрать. Когда на расчищенной стене появились первые линии, я сказал себе «строительная разметка». Когда линии сложились в план района, сказал «профессиональная привычка предыдущего жильца». Когда появились маршруты с датами, я еще что-то говорил себе, что-то убедительное, старался. Когда я нашел дату, которую еще не прожил, я замолчал. Часть первая. Переезд. Квартиру я купил в феврале, через 3 недели после того, как Катя забрала последнюю коробку. Не потому, что торопился, потому что нужно было куда-то идти. А дело, которое требует конкретных решений, лучше дела, которые требуют только терпения. Я снял на 3 ночи небольшой офис на Николаямской. 23 квадратных метра, надувной матрас, над головой гудел холодильник. Тихо, ровно, без пауз. Это было невыносимо. Не громко, именно ровно, без пауз. На 3-ю ночь я не мог уснуть до 4 утра. Встал, поставил чайник и позвонил маклеру в 8 утра. Маклер говорил «хорошие стены» 3 раза за один показ. Я архитектор. Я знаю, что хорошие стены из уст маклера значит то же, что удачная планировка. Что-то там было плохим, но его что-то покрыло. Стены в старых домах всегда несут историю, слоями. Я купил все равно. Дом 1963 года постройки. Таганская улица, дом 38. 3-й этаж. 2 окна во двор. С одного виден тополь, старый, толстый, с черной корой, в феврале еще голый. С другого – угол соседнего корпуса и полоска неба, которую перечеркивает провод. Потолки 2 метра 70. Замерил лазерной рулеткой до подписания договора. Маклер смотрел с пониманием. Он видел таких. В зале трещина у батареи. Идет вертикально от пола до середины стены. Потом раздваивается, как ветка. Старая трещина. Заштукатуренная и перекрашенная несколько раз. Я тогда еще не знал, что она была под всеми слоями. До метро 13 минут, если идти быстро. До бюро 17 через двор. Я измерил оба маршрута в первую неделю. Профессиональная деформация. Первый курс архитектурного не уходит никогда. Меня зовут Павел Серов, 38 лет. Я работаю в бюро Арком. Сейчас веду проект реновации квартала на Павелецкой. 12 домов, 260 квартир. Задача – сделать так, чтобы государственное жилье не выглядело государственным изнутри. Это сложнее, чем кажется. Дело не в отделке. Дело в том, как люди используют пространство. Куда идут первым делом войдя, где накапливаются вещи, почему одна планировка делает людей тревожными, а другая нет. Я думаю об этом постоянно. Хорошая ирония – проектировать дома для других людей, когда не знаешь, где жить самому. Но я не думал об иронии. Я думал о том, что кухня маловато и нужен угловой гарнитур. Мама живет в Биберево. Зинаида Петровна, 64 года. На пенсии, завела кота по имени Фима. Я езжу к ней раз в месяц, иногда чаще. Она любит, когда приезжаю без предупреждения. С Катей мы прожили 7 лет. Она ушла в январе, спокойно, без сцен. 2 средние коробки и маленький чемодан на колесиках. Перед уходом сказала «нам обоим будет лучше». Тем же тоном, каким объявляют об изменении расписания. Убедительно и без эмоций. Я не спорил. Она была права насчет большей части, кроме слова «лучше», которое нам обоим еще предстояло проверить. Кот остался у меня. Темно-серый, 7 лет, август. Через 3 недели после переезда отдал маме. Один взрослый кот в квартире без мебели, в пустом зале с голыми стенами – это тоскливо. Первая неделя в квартире была странной. Неплохой, странной. Пустые комнаты звучат иначе, чем обставленные. Каждый шаг слышен,
Голос отражается от стен по-другому. Ночью слышно, как работает отопление. Тихое металлическое позвякивание в трубах, которое днем не замечаешь. Я спал на раскладушке в спальне. Вещей было мало. Чемодан с одеждой, коробка с рабочими материалами, рюкзак с ноутбуком. Кухонный стол, старый, купленный на Авито за 1000 рублей. 2 стула. Все. По утрам я делал кофе в турке и пил его стоя у окна. Смотрел во двор. Тополь, скамейка, угол соседнего корпуса. В 8:30 на работу. В 7 вечера обратно. Снимал краску, к 11 душ, чай, спать. Режим не оставлял места для другого. Иногда вечером звонила мама. Я отвечал на кухне, там акустика лучше. Она спрашивала, как квартира. Я говорил: нормально, буду делать ремонт. Она говорила: хорошо, главное не молчи. Я говорил: хорошо. Иногда я думал о Кате, не остро, без боли, скорее как о факте, который нужно принять и переложить в другой ящик. Мы прожили 7 лет в хорошей квартире в Сокольниках. У нас был кот и привычка пить кофе по субботам в одной кофейне на Русаковской. Потом всего этого не стало. Ящик пока не закрывался, но это вопрос времени. По вечерам в первые 2 недели я ходил по квартире и смотрел. Это привычка из работы, когда заходишь на новый объект, первое, что делаешь – обходишь, смотришь, трогаешь стены. Чувствуешь, что держится, что нет. Стены в этой квартире были плотными, холодными, с едва ощутимым запахом. Чего-то старого, которое не выветривалось ни через месяц, ни через 2. Я привык к этому запаху только к апрелю. Потом перестал замечать. Один раз в первые дни я остановился у угла входной двери. Краска там была другой, чуть мягче, чуть менее выветренная. Не страшно, патч, локальный ремонт поверхности. Я мысленно отметил и пошел дальше. Такие вещи замечаешь на ходу и не останавливаешься. Не каждое наблюдение требует выводов. Иногда в соседней квартире, не у Михаила Ефимовича, а через стену от кухни, было слышно, как кто-то ходит, медленно из угла в угол. Я не знал, кто там живет, так и не познакомился. По ночам дом дышал. Трубы, перекрытия, что-то скрипящее в районе батарей, когда снаружи менялась температура. Это не было неприятным. Это был живой дом. Живые дома шумят. Ремонт я начал в первый же вечер. Стены были в нормальном состоянии, жить можно. Но я хотел знать, что под краской. Просто когда берешь старый дом, разумно понять, что там внутри, прежде чем делать чистовую отделку. Заодно чем-то занять вечера. Я пошел в строительный магазин на Марксистской и купил необходимое. Широкий шпатель на 120 мм, строительный фен Bosch GHG2063, наждачную бумагу треузернистостей, респиратор FFP2, защитные очки, рабочие перчатки с прорезиненными ладонями. Продавец, молодой парень лет 22, спросил, какая площадь. Я сказал 46 квадратных метров. Он покачал головой. «Долго будете?» Я сказал: «Знаю». Первое, что я понял, стены красились часто. Видно по толщине, потому как краска держится на шпателе. Нехотя, слоями, как геологический разрез. Верхний слой – белый дешевый акрил, по синеватому отливу нулевые или начало десятых. Под ним еще белый, чуть желтее, с запахом олифы. Потом бежевый, потом зеленый. Тот советский оттенок, который в каталогах назывался фисташковый, хотя к фисташкам он не имел никакого отношения. Болотный, приглушенный, с серым подтоном. Такой цвет появился в типовом жилье в конце 60-х и держался до 80-х. Я видел его на десятках объектов. Всегда этот оттенок. Всегда. Я снимал краску вечерами. Включал фен, тихий свист горячего воздуха, запах нагретого пластика корпуса. Грел поверхность, потом шел шпателем сверху вниз, широкими полосами. Краска отходила пластами, иногда целыми кусками. Тогда можно было видеть все слои разом, как срез торта. Запах в комнате становился особым. Горячая пыль, горелая акриловая смола, под ней что-то более старое, сухое, с ноткой технического масла. Запах закрытого пространства, которое долго не открывали.
запах вещей, которые ждали. Пыль оседала на всем – на одежде, на волосах, в складках шеи. Я работал в респираторе, но к 11 ночи все равно чувствовал на зубах привкус известняка. Шел в душ, смывал с рук белесый налет, стоял под горячей водой минут 5. Потом чай, цейлонский, крепкий, со второй заварки. Садился за кухонный стол и пил молча, без телефона, без ноутбука. Через 10 дней у меня начало ныть правое запястье, сустав между большим пальцем и кистью. Я купил эластичный бандаж в аптеке 36,6 на Воронцовской. Помогало, пока работал. Потом боль возвращалась, ровная, тупая, как напоминание. С соседом по площадке я познакомился на 3-й день. Я тащил из машины последнюю коробку, тяжелую, с инструментами и книгами. Дверь напротив открылась. В проеме стоял невысокий пожилой мужчина. Клетчатая рубашка с закатанными рукавами, темные брюки со стрелками, тапочки с закрытым носком. Аккуратный, именно аккуратный, не нарядный. Прямая спина человека, который всю жизнь работал за чертежным столом. Он смотрел на меня спокойно, секунды 3. Потом подтянул правый рукав рубашки, жест был точным, привычным. «Ремонт делать будете?» – сказал он. Не вопрос, констатация. «Да, хочу снять всю краску до штукатурки, потом выровнять». Он кивнул. «Долго будет», – сказал он. «Там много слоев». Дверь закрылась тихо, без хлопка. Я тогда не придал этому значения. Ну и что, много слоев. Я знал. Его зовут Михаил Ефимович Тарасов. 73 года. Бывший инженер-конструктор на заводе «Станколит». Делали токарные станки. На пенсии с 2016-го. В этом доме с 1968 года. 58 лет. Жена умерла в 12-м. Детей нет. Все это я узнавал постепенно, по кусочку, за несколько разговоров в подъезде. Он говорил мало. Только то, что считал нужным, только когда считал нужным. Некоторые люди берегут слова, и в этом есть своя точность. Часть 2. Рисунок. Кто-то мог бы записать твой маршрут до этого видео. Подпишись, поставь лайк. Ты уже в чужой системе, хотя бы отметься сам. Напиши в комментариях, ты смотришь один? К концу 2-й недели я расчистил полосу от угла до угла по длинной стене зала, 1,20 м в высоту и 3,5 метра в ширину. Насчитал 5 слоев, и 6-й нанесенный прямо на штукатурку, без грунтовки. Штукатурка под краской оказалась хорошей, оригинальная, 60-х годов, плотная. На таких домах умели штукатурить. На 5-м слое я остановился. Это произошло не как открытие, скорее как постепенное узнавание. Когда долго смотришь на абстрактный рисунок и в какой-то момент замечаешь форму, которая была там с самого начала. Сначала линии, тонкие, нанесенные чем-то острым прямо по штукатурке. Я решил, разметка строителей. Такие царапины делают перед оклейкой, чтобы держать горизонталь, отмечать расположение скрытых труб. Снял еще кусок. Линии продолжались. Я взял фонарик, маленький, светодиодный, с узким пучком, и направил вдоль поверхности под острым углом. Скользящий свет – стандартный прием при обследовании фасадов. Каждая неровность отбрасывает тень, рельеф читается как рельеф, а не как плоскость. Линии были глубокими. Не быстрые разметочные царапины, аккуратно прочерченные дорожки. Каждая пройдена несколько раз с нажимом. Пересечение отмечено точкой, точной, как укол циркуля. Я знаю этот тип маркировки. Так обозначают узловые точки на схемах. Версия 1. Предыдущий жилец работал с планами. Использовал стену как рабочую поверхность. Это логично. Стена удобнее стола при работе с крупным форматом. Я сам иногда рисую на стекле маркером, быстрее, чем разворачивать лист А1. Версия 2. Техническая разметка к проекту в доме. Прокладка труб, кабелей, вентиляция. Строители в советское время часто фиксировали расчеты прямо на поверхностях. Я записал обе версии в заметки. Не потому, что привык так делать, потому что хотел видеть их написанными.
проверить, насколько они держатся при взгляде со стороны. Обе держались нормально. Лестницу я купил через 3 дня, алюминиевую 2-метровую. Поднялся к потолку и посветил вдоль верхней части стены. Линии шли и туда. Плотнее рисовавший понимал, что верхнюю часть будут трогать реже. Между 2 параллельных горизонталей цифры. Мелкие, нанесенные чем-то заостренным. Я сфотографировал, увеличил на экране. Четверг, 18:40, 19:15, 35 минут. Понедельник, 7:55, 8:22, 27 минут. Время суток, дни недели, продолжительность пути. Строители так не пишут. Я слез с лестницы, сел на пол спиной к окну. Версия первая умерла, версия вторая тоже. 3 вечера подряд я снимал краску со всех стен зала. Работал долго, делал перерывы каждый час. Если не делать, боль шла вверх по предплечью. Во второй вечер я уронил шпатель и 5 минут не мог его поднять. Просто сидел на полу и ждал. К концу 3-го вечера весь нижний пояс стен был расчищен. Я стоял посреди зала и смотрел на то, что открылось. Карта. Не фрагмент, не набросок. Карта целого района. Плотная, детальная, с подписями. Улицы, перекрестки, здания. Я узнавал их сразу. Земляной вал, Николой-Ямская, Котельническая набережная. Расстояние между 2 отмеченными точками я мог бы пройти с закрытыми глазами. Я ходил там каждый день. Карта совпадала точно. Поверх пунктирные линии с маленькими стрелками. Числа рядом. Время, дни недели, даты. Я понял не сразу. Понял, когда прочитал одну запись целиком. Кружок, пунктир, кружок. Вторник от 18:50 до 20:15. 85 минут. 85 минут пути. Каждый вторник. Зафиксировано. Я стоял и смотрел на это. Фонарик грел ладонь. Я держал его долго. Потом посветил правее. Еще один маршрут. Еще одна запись. Четверг, 7:40, 8:18, 38 минут. Кто-то шел на работу каждый четверг, почти 40 минут. В плохую погоду, наверное, больше. Семен Андреевич, видимо, делал поправку. Рядом с некоторыми записями стояли дробные числа, как будто он учитывал сезон. Это была не случайная разметка, это был учет. Систематический, аккуратный, многолетний учет передвижения людей, которые жили в этом районе и не знали, что за ними наблюдают. Маршрут. Кто-то ходил по этому пути каждый вторник, и кто-то это записывал. Один маршрут повторялся много раз. Одна и та же пунктирная линия, та же стрелка, а рядом только менялись даты. Ежедневный маршрут, чей-то путь, снова и снова. Слежка. Я стоял. Фонарик грел ладонь. Я это замечал, но убирать не стал. Горло пересохло. Понял это только когда попытался сглотнуть. Сделал вдох намеренно, как делают, когда нужно выровняться. Кто-то жил здесь, в этой комнате. Смотрел из этого окна на людей, которые не знали. Записывал, закрашивал. Начинал снова. Я знаю этот тип методологии. Я сам так работаю с объектами. Только у меня чертежи. У него люди. Я сфотографировал все 4 стены, по 3 снимка с каждой, с разных углов. 48 фотографий. Пролистал все подряд, без остановки. Потом еще раз, медленнее. Карта была живой. Маршруты наслаивались на маршруты. Старые линии шли под новыми. И все это вместе складывалось в несколько десятилетий обычных жизней. Человек ходил на работу, человек ходил в магазин, человек раз в месяц ходил к врачу, человек иногда шел куда-то в пятницу вечером. Все это лежало здесь, под краской, в квартире, которую никто, кроме одного тихого человека у окна с биноклем, не должен был видеть. Я понимал, что должен испытывать.
То самое, что чувствуешь, когда обнаруживаешь что-то темное в обычном месте. Но то, что я на самом деле чувствовал, было другим. Скорее тихое, медленное неудобство. Как будто ты зашел в чужую комнату и сел в чужое кресло. Ничего не случилось, но кресло не твое. Часть 3. Семен Андреевич. Я не снимал краску 2 дня. Ходил на работу, возвращался, садился на кухне с ноутбуком, смотрел что-то или читал, не запоминал что. Через зал шел, не поднимая глаз от пола. Расстояние маленькое, привыкаешь за 2-3 дня. На 3-й день понял, что делаю это намеренно. Это хуже, чем просто зайти. Я вернулся в зал с фонариком и потратил 2 часа, обходя все расчищенные участки по периметру. Читал маршруты вслух, тихо, почти шепотом. Это помогало думать. Когда проговариваешь вслух, информация укладывается иначе, чем когда просто смотришь. Профессиональная привычка, я также читаю планы на совещаниях. Маршрутов я насчитал 23, не считая тех, что не мог расшифровать из-за плохой читаемости. Из 23 4 повторялись с регулярностью, которая говорила о ежедневном использовании. Остальные появлялись реже, раз в неделю, раз в месяц. Некоторые только 1 раз с одной датой и больше никогда. 1 человек ходил из жилого дома на земляном валу 40 до завода на Рогожском валу каждый будний день. С 72 по 78 год. Потом маршрут исчез. Последняя дата в сентябре 78-го. Либо человек уволился с завода, либо переехал, либо умер. Семен Андреевич не комментировал, он просто фиксировал. Женщина, я предполагал, что это женщина, по частоте похода в продуктовой на Таганской площади, появлялась 3 в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, всегда в одно и то же время. Маршрут был одинаковым 8 лет. Потом однажды в субботу не появилась, и больше никогда. Кто-то ходил в поликлинику на Воронцовской каждую первую среду месяца, с 79 по 86. Потом исчез. Они все в конце концов исчезали. Семен Андреевич переживал их всех, или они просто уходили за пределы его обзора. Он стоял у окна с биноклем и смотрел. Они ходили своими путями, не зная об этом. И ни один из них, я думаю, не знал, что их маршруты лежат под слоями краски в квартире на 3-м этаже, в зале с трещиной у батареи. Я выключил фонарик, постоял в темноте несколько секунд, потом зажег снова и пошел на кухню. Это была история, это был другой человек, это было давно. В понедельник я не снимал краску. Сидел на работе, вел совещание по планировкам корпуса Б на Павелецкой. Денис объяснял, почему несущая стена не позволяет сделать нишу под холодильник так, как хочет заказчик. Я кивал и думал о картах. Денис заметил. «Ты в порядке?» – спросил тихо, когда остальные вышли. «Устал», – сказал я. Это была правда. Он кивнул. Не стал расспрашивать. Это хороший признак – знать, когда хватит. Вечером я встретил Михаила Ефимовича в подъезде. Он возвращался из магазина. 2 пакета – хлеб, кефир, что-то в синей упаковке. Я спросил напрямую. Кто жил в квартире до меня? Он поставил пакеты на ступеньку, подтянул правый рукав. Раиса Николаевна. Умерла в 23-м году, в феврале. До нее Геннадий Иванович, ее муж. Умер в 96-м, сердце. А раньше? Он посмотрел на меня чуть внимательнее. Не подозрительно, просто внимательнее. До них Семен Андреевич. Фамилию назвал тихо. Я не расслышал, переспрашивать не стал. Жил один, с 60-го. Работал в статистическом управлении, в счетном отделе. Главстат, кажется. Я точно не помню. Каким он был? Михаил Ефимович помолчал. Не пауза задумчивости. Пауза человека, который выбирает, что сказать. Тихим. Никого не беспокоил. Не шумел, не пил, не приводил людей. Выходил редко.
Я его иногда по неделе не видел в подъезде, больше стоял у окна. «У какого?» «У своего», — он кивнул в сторону моей двери. «Часами, иногда с биноклем». «С биноклем?» «Да, большой, военный, кажется. Смотрел во двор, на улицу». Он произнес это без особой интонации. «Я думал, птицы. Некоторые пожилые люди за птицами смотрят. Это спокойное дело». «Когда умер?» «В 89-м. Один, без родственников. Квартиру государству отдали. Потом Геннадий с Раисой приватизировали и купили». Михаил Ефимович взял пакеты. Потом, без поворота, ровно глядя на ступеньки. «Что-то нашли на стенах?» Это не было вопросом из любопытства. Что-то в интонации, ровное, без подъема, делало его скорее констатацией. «Карту», — сказал я. «Маршруты людей, с датами». Он кивнул. Именно кивнул, не удивился, не переспросил. Как будто это не было новостью, как будто он ждал этого вопроса давно. «Он часто стоял у окна», — повторил он. «Я думал, птицы». Он поднялся к себе. Дверь закрылась тихо. В выходные я купил вторую лестницу. Расчистил верхнюю часть всех 4 стен. Работал оба дня, с 9 утра до 10 вечера. Запястье болело к концу каждого дня. Мотал бандаж плотнее и продолжал. К воскресному вечеру зал был расчищен полностью. Карта занимала все. Снизу доверху, от стены до стены. Плотная, многослойная. Там, где маршруты накладывались друг на друга, линии перепутывались и читались с трудом. Я потратил 4 часа, сидя на полу, с 3 листами бумаги и читал ее методично, слева направо, снизу вверх. Как читают технический документ, без эмоций, просто факты. Даты: 72-й, 76-й, 79-й, 81-й, 84-й, 87-й. Один почерк, мелкий, с наклоном вправо. К 80-м стал крупнее и неровнее. Неодинаковый нажим, буквы продавливают линии соседних. Старческий тремор. Это видно в маршрутах 84-го года и дальше. Последний маршрут в почерке Семена Андреевича датирован маем 89-го. Умер он в том же году, по словам Михаила Ефимовича. Значит, этот маршрут он нанес незадолго до смерти, уже с нетвердой рукой. Нажим уходил в середине строки. Он продолжал до последнего. И снова нанес краску поверх всего. Последний слой, финальный, тоже его. Я стоял у стены с фонариком и думал, что он видел в окно в тот последний май. Те же маршруты, те же люди или кто-то новый, с похожими путями, только другим именем. Он не успел узнать. Или успел, и именно поэтому закрыл все краской в последний раз. Через неделю я встретил Михаила Ефимовича у почтовых ящиков. Он перебирал письма. Я остановился. «Вы когда-нибудь заходили в квартиру к Семену Андреевичу?» Пауза. «Один раз, в 86-м году. Его не было несколько дней. Я беспокоился, пожилой все-таки. Попросил управляющего открыть. И что?» Он сложил письма аккуратно, одно движение. Стены были. Я тогда не понял, что именно. Думал, разметку какую-то делает. Там немного было видно. Он к тому времени только часть снял. Пауза. Пахло олифой. Новая краска, свежая. Он красил поверх, наносил краску, потом снимал и снова наносил. Я не разбирался, просто видел банки у стены. Много банок. Он посмотрел на меня. Он сам открыл примерно через час. Сказал, что был у врача. Я не стал объяснять, почему открыли без него. Он и не спросил. Михаил Ефимович поднялся к себе. Я остался стоять у ящиков. Думал об этом. О том, что он красил поверх и снова снимал. Слои — это не годы, это циклы. Он снимал старый слой, добавлял новые маршруты, потом закрашивал все снова. 7 слоев краски за 29 лет. Примерно один слой каждые 4 года. Это значит, он смотрел, фиксировал, потом закрашивал все и начинал снова.
Не сохранял накопленное, перекрывал и начинал заново. Только последний слой не успел закрыть. Умер в мае 89-го, не закончив цикл. Кто-то потом нашел это и принял правила игры. Как принимают чужую работу, когда человек уходит? Смотришь на документацию, понимаешь систему, продолжаешь. Я это понял, стоя у почтовых ящиков. Я архитектор. Если я нахожу чужой незавершенный проект, я читаю документацию, понимаю логику и либо завершаю, либо закрываю. Это профессиональный рефлекс. Я не стал думать дальше. Еще через 2 вечера я нашел второй рисунок. Под 7-м слоем краски, в верхней части стены у окна, там, где краска была плотнее всего. Другой почерк. Твердый, быстрый, уверенный. Другой карандаш. Другие даты. Первая, которую я разобрал. Март 2002 года. Геннадий Иванович умер в 96-м. Раиса Николаевна умерла в 23-м. Кто-то продолжил. Взял верхний слой, снял, увидел карту Семена Андреевича и нанес свою поверх. Потом закрасил. 2008 год, 15-й, 20-й. Те же точки, те же кружки, большие, средние, малые. Та же система обозначений. Время, дни, дата. Как будто он нашел документацию и понял методологию. Или знал ее заранее. Последняя дата во втором почерке – апрель 2023. Через 2 месяца после смерти Раисы. Я смотрел на это долго. В кухне стоял чайник, который я не ставил. Я посмотрел на него, холодный, пустой, на плите. Не понял, когда успел его достать. Наверное, машинально, пока ходил между залом и кухней. Поставил воду. Стоял и ждал, пока закипит. Чайник закипел. Я его не налил. Вернулся в зал с фонариком. Второй почерк занимал верхнюю треть стен, примерно от 1,70 м и выше. Семен Андреевич работал снизу. Карта на уровне взгляда. Привычка человека, который перечитывал ее часто, стоя. Второй иначе. Ему нужна была высота. Я поставил лестницу и потратил еще час. Второй почерк отличался не только по стилю. Сама система другая. Семен Андреевич записывал время и день недели, режим, ритм. Второй добавил третий параметр. Маленький символ рядом с каждым маршрутом. Квадрат, кружок, треугольник, иногда крест. 4 вида. Что они значили, я не понял. Слишком мало данных. Некоторые маршруты Семена Андреевича появлялись и здесь. Те же точки отправления, те же адреса. Земляной вал 40 у обоих. Маршрут к заводу на Рогожском валу, который Семен Андреевич фиксировал с 72 по 78, появился снова в 2008. Завода давно нет, торговый центр. Маршрут вел к тому, что осталось от ворот, арка и полоса старого асфальта. Кто-то шел туда в 2008. Зачем, не написано. Второй почерк не комментировал, как и первый. Потом я понял кое-что про масштаб. Семен Андреевич вел наблюдение с 60 по 89, 29 лет. Второй с 2002 по апрель 2023, 21 год. Раиса Николаевна умерла в феврале 23-го. Последняя дата в почерке второго – апрель 23-го, 2 месяца. Он пришел через 2 месяца после ее смерти, нанес последние маршруты и закрасил все. Или нанес в последний раз, зная, квартира уйдет в продажу, придет новый человек, цикл начнется снова. Я слез с лестницы. Той ночью я лежал и думал о 21 годе. Человек приходил в эту квартиру с ключом, или его пускали, или как-то иначе, пока Раиса жила здесь, готовила, разговаривала по телефону. Параллельно с ее обычной жизнью. 21 год. Иногда она, наверное, слышала что-то. Шорох, движение в другой комнате или казалось движением. Говорила себе: дом старый, трубы, перекрытие, живые дома шумят. Я сам так говорил в первую неделю, когда еще думал, что имею в виду дом. Она умерла, не зная, или зная и молча. Этого не узнать. Я купил квартиру у племянника из Твери,
телефонный разговор, нотариус, акт приема передачи. Ни разу не видел Раису Николаевну. Не знаю, как она выглядела. Ее стены теперь мои стены. Ее чайник стоит на плите, тот самый, который я достал машинально, сам не заметив. Узнать, знала ли она, не у кого. Часть 4. Мои маршруты. Я поставил раскладной стул у стены с трещиной. Сел. Открыл телефон с фотографиями всех стен и начал читать. Не быстро, методично. Адрес за адресом, маршрут за маршрутом. Я хотел понять, чьи маршруты были здесь. Не имена, имен не было. Но откуда человек выходил каждый день? Куда шел? Что делал по пути? Средние кружки, жилые дома, земляной вал, 40. Большая Николаямская, 22. Котельническая набережная, 1. Высотка. Я знаю ее, прохожу мимо каждый день по дороге к метро, всегда смотрю на угловые окна 18-го этажа. Там у кого-то горит свет даже в 3 ночи. Я заметил это случайно и теперь замечаю всегда. Гончарная, 37. Таганская, 7. Таганская, 7. Я остановился. Таганская, 7 – это адрес бюро Арком, мой офис. Я хожу туда каждый рабочий день уже 4 года. Я сказал себе, Таганская улица длинная, на ней много адресов. Совпадение одного числа ничего не значит. Пролистал дальше. Маршрут. От точки, помеченной как Таганская, 38, мой нынешний адрес, по земляному валу к метро, потом по Садовому до торгового центра Атриум, потом к аптеке на Воронцовской, потом обратно. Время. От 18:50 до 20:15. День недели – вторник. Я хожу именно так каждый вторник. Выхожу с работы около 18:50. Перекресток в Атриуме, покупаю еду. Потом аптека 36,6 на Воронцовской. Покупаю маме витамины. Это стало привычкой за 2 месяца с момента переезда. Дата у маршрута. 78 год. В 78-м мне был год. По этому маршруту ходил кто-то другой, с другим именем, другой жизнью, просто с похожим вторничным путем. Таганский вал не изменился. Аптека, возможно, называлась иначе, но стояла там же. Аптеки в советских домах ставили на первые этажи торцов. Это планировочный стандарт. Это было объяснение. Оно держалось. Я продолжил читать. Маршрут от Таганской, 7 через Марксистскую на Воронцовскую. Время. От 13 часов 10 минут до 13 часов 55 минут. Пометка. Среда, пятница. По средам и пятницам в обед я хожу на Воронцовскую. Там столовая «Уют». Серое здание на углу, 2-й этаж. Котлеты с гречкой 70 рублей. Нашел ее в марте. Зашел, когда забыл зонт. Теперь хожу постоянно. Дата у маршрута. 81 год. Маршрут от Таганской, 7 до кафе «Кара» на Покровке. Пятница, вечер. Время. От 19 часов 10 минут до 19 часов 47 минут. Октябрь 84-го. В кафе «Кара» на Покровке 18. Мы с Катей ходили по пятницам в 2022-м. Там хороший буратто с томатами и тихая музыка, которую не слышишь, но чувствуешь. Мы там познакомились с Денисом и его женой Верой. Они сидели за соседним столиком, заговорились, потом пили кофе вместе 2 часа. Мы там отмечали мой 36-й день рождения. Мы перестали туда ходить в начале 23-го. Маршрут от Таганской, 38 до парка на другом берегу реки. Суббота. От 11:30 до 12:55. Дата. 83 год. Я хожу в этот парк по субботам с марта. Там есть хорошая аллея вдоль воды, на которой почти никого нет. Нашел его случайно, когда шел не той дорогой. Теперь хожу. 83 год. Когда меня еще не было на свете. Я отложил телефон. Встал. Прошел на кухню. Смотрел в окно. Двор, тополь, уже в листве, май.
Листья крупные и темные. Объяснений было два. Первое. Таганка – маленький район. Все точки притяжения стоят там, где стояли всегда. Похожие пути у всех, не паттерн, статистика. Второе. Я нашел карту маршрутов и начал накладывать на нее свою жизнь. Оба держались, до тех пор, пока я не думал об арке, о точке у магазина, о конкретном светофоре, где я стою каждый вторник и смотрю на тополь у перехода. Был третий вариант. Я не записывал его, но он был. Маршруты принадлежат не людям, а месту. Таганка назначает людей к одним и тем же путям поколение за поколением, и кто-то знает об этом, и записывает, и ждет. Лег спать, в 4 утра проснулся, лежал в темноте и думал. Семен Андреевич жил здесь с 60 по 89, 29 лет. Все это время стоял у окна, смотрел, фиксировал. Потом умер. Потом кто-то пришел и продолжил. Потом снова умер, или ушел, или просто перестал. Потом появился третий почерк, нервный, быстрый. Последний слой был тонкий, едва схватился, как будто делали наспех, потому что не было времени. Не было времени или потому что кто-то уже шел. На следующей неделе я взял телефон и прошел свой обычный вторничный маршрут, фотографируя каждые 5 минут. Угол улицы, вход в магазин, аптечная вывеска. Потом дома сравнил с картой на стене. Совпадало все. Я сел на пол, не потому что решил, просто ноги перестали участвовать в этом. Сидел, держал телефон 2 руками, смотрел на стену, потом на экран, потом снова на стену. Это не было открытием. Открытие, когда находишь то, чего не ожидал. Это было другим. Понимание того, что все уже было правдой. Пока ты не знал, было. Теперь знаешь. Ничего не изменилось. Только ты изменился. Не примерно, точно. Угол, где я чуть срезаю через арку. Место у магазина, где останавливаюсь убрать телефон в карман. Точка, где задерживает светофор, и я стою, смотря на тополь у перехода. Я сравнивал фото с картой долго, минут 20. Переходил от стены к телефону и обратно. Смотрел на пунктирную линию и на свою фотографию. Смотрел на кружок начальной точки, Таганская 38, и на снимок входа в мой подъезд. Человек в 78 году ходил по этому пути каждый вторник. Его маршрут совпадал с моим до деталей, которые не могут быть общим местом. Не просто по земляному валу, а именно через арку, именно у магазина, именно у этого светофора. Я стоял посреди зала с телефоном в руке и смотрел на стену. Апофения еще держалась, но уже плохо. Апофения – это когда видишь паттерн там, где его нет. Я видел паттерн там, где он был. Это другое. Я записал в заметках. Проверить, кто снял краску в углу у двери. Подумал и стер. Непонятно было, как именно это проверить. И непонятно было, хочу ли я знать. Я написал маме в тот же вечер. Просто так, коротко. «Как ты?» Она ответила через час. «Хорошо. Фима уронил твою старую кружку. Ту, синюю. Извини, купим новую». Я написал. «Не надо, все нормально». Она написала. «Приедешь скоро?» Я написал. «Да, скоро». И больше ничего. Это был обычный разговор. Ничего не случилось. Она жива и здорова. Фима уронил кружку, все нормально. Я закрыл телефон и долго смотрел в потолок спальни. Потолок был чистым, белым, ровным, ничего под ним не было. Только штукатурка 1963 года и 4 слоя краски поверх. Я их не трогал. Еще не трогал. Часть 5. Дата. Угол у входной двери я расчищал в понедельник, на 6-й неделе после переезда. Там было сложнее всего. Короб для электропроводки оставлял зазор 12 сантиметров. Широкий шпатель не проходил. Я использовал узкий скребок, медленнее, но аккуратнее. Запястье ныло с первых минут. Бандаж я уже не снимал даже ночью. Верхний слой в этом углу был тонким.
очень тонким. Едва схватился с поверхностью, как будто наносили быстро, лишь бы закрыть. Строительный фен снял его за 8 минут. Под ним еще 2 слоя, потом еще, потом финальный прямо на штукатурку. Рисунок в этом углу был маленький, примерно 30 на 40 сантиметров, но плотный. Третий почерк. Не Семена Андреевича, я знал его мелкий аккуратный наклон. Не второй, твердый и уверенный. Этот был нервным, неровный нажим, буквы разного размера. Некоторые линии не параллельны там, где должны быть параллельными. Быстрая рука, быстрая от спешки или от чего-то похожего на страх. Я опустился на колени, поднес фонарик ближе. В левом верхнем углу рисунка дата. 5 июня 2026 года. Вчера. Я провел пальцем по краю краски. Она не была сухой. Чуть мягкая, чуть пластичная, как бывает, если положили часов 8 назад, не раньше. Я поднес палец к фонарику. Белый след. Стоял на коленях и смотрел на этот след. Слышал собственное дыхание, громче, чем должно быть. Фонарик грел ладонь. Кто-то был в этой квартире сегодня ночью. Я не двигался. Потом я выключил фонарик. Не подумав, просто выключил. Постоял в полной темноте. Секунды 3, может 4. Зачем? Не знаю. Инстинкт, который я не знал, что у меня есть. Не светить, не обозначать себя, стоять тихо. Потом включил снова. Потом встал. Прошелся по квартире методично, как обходят объект после происшествия. Входная дверь. Замок я не менял. Ключи передали через нотариуса. 2 на веревочке с картонной биркой. 1 у меня, 1 у мамы. Замок стандартный, цилиндровый, советского производства. Таким уже лет 60. Сколько ключей от него существует, я не знаю. Поднес фонарик к замочной скважине. Никаких царапин. Никаких следов вскрытия. Я видел достаточно старых замков на объектах. Знаю, как выглядит. Тот, кто открывал, открывал ключом. Привычно, без спешки. Проверил все окна, закрыты изнутри. Форточка на кухне на защелке, как я ее оставлял. В квартиру вошли с ключом. Ключи от этой двери с 60-го года передавались как минимум 4 раза. Семен Андреевич – государству. Государство – Геннадию с Раисой. Раиса – племяннику. Племянник – мне. Это то, что зафиксировано в документах. Но ключи копируются. Слесарь делает копию по дороге от двери до мастерской. Сосед берет запасной и не возвращает. Кто-то, кому Раиса давала ключ на время болезни, мог просто оставить его у себя. У этой двери с 60-го года неизвестное количество ключей. Я думал об этом не как об угрозе, как об арифметике. Это помогало. Еще. Тот, кто пришел, выбрал угол у входной двери. Там, где зазор за коробом, сантиметров 12. Место, которое труднее всего расчистить. Место, которое я оставил напоследок. Это знание изнутри. Человек видел квартиру. Возможно, видел, как я работаю. До этого вечера я думал о рисунках на стенах, как о прошлом. Семен Андреевич. 89-й год. Второй почерк, 23-й. Закрытые страницы. Теперь настоящее время. Я сел спиной к стене так, чтобы видеть и зал, и входную дверь. Смотрел на дверь, за ней площадка. Дверь напротив. Михаил Ефимович. Он здесь с 68-го. Знал Семена Андреевича. Знал про стены. В первый же день там много слоев, не предупреждение, констатация. Как будто ждал этого вопроса. Стучать к нему ночью я не стал. Объяснять нечего. Только вопросы, на которые у меня самого нет ответов. Маршрут начинался от кружка с пометкой Таганская, 38, квартира 11. Мой адрес. Не просто номер дома, номер квартиры. Я сидел на полу и смотрел на этот кружок. Он не отличался от остальных. Такой же размер, такая же точность. Кто рисовал, знал именно мою дверь. Линия шла по земляному валу к метро Таганская. Я узнал этот участок сразу, мог бы пройти с закрытыми глазами. Потом на север, по Садовому, потом в сторону третьего транспортного. Промежуточные точки с временными метками. Один кружок в середине пути, крупнее остальных, без подписи. Конечная точка тоже без подписи, просто кружок,
на севере. Я достал телефон, открыл Google Maps, начал отсчитывать маршрут от Таганской 38 по пути, нанесенному на стене. Поворот, еще поворот. Выезд на Ярославское шоссе. Конечная точка была в Биберево. Я смотрел на экран, потом на стену, потом снова на экран. Улица Коненкова, дом 8. Мама живет там с 92 года. 3 комнаты, 5 этаж. У нее хранятся мои школьные тетради. Не смогла выбросить. На кухне маленькая фотография. Мне 7 лет. Я стою рядом с отцом у моря. Последний раз всей семьей. Анапа, 94-й. Фима спит на подоконнике и падает оттуда примерно раз в неделю. Она звонит мне и рассказывает об этом с интонацией человека, который не понимает, как так происходит. Сегодня утром в метро между Таганской и Курской я решил заехать к ней в среду. Без предупреждения, сюрпризом, она любит так. Я решил это между 2 станциями, пока смотрел в темное стекло перегона. Никому не говорил, ни ей, ни кому-то еще. Даже не записал, просто держал в голове как мысль, которая еще не стала планом. Маршрут на стене вел к ее дому, нанесенный вчера, под краской, положенной раньше, чем я принял это решение. Я встал с колен, спина затекла, не заметил, сколько просидел. Ноги на первых шагах не слушались. Прошел в коридор, постоял у вешалки с курткой. Может, я неправильно прочитал дату? Рукопись нечеткая. Единица и семерка в старом почерке бывают похожи. Может, это был 25-й или 15-й? Я вернулся в зал, поднес фонарик к углу. 5-е. Не 25-е, не 15-е. 5 июня 2026 года. Вчера. Маршрут начинался от моего адреса. Конечная точка – ее дом. Я взял куртку с крючка. Постоял, рука на ткани. Потом снял куртку обратно. Взял телефон. Нашел мамин контакт. Зинаида Петровна. Нажал вызов. Гудок. 2-й. 3-й. 4-й. Тишина. Я сидел на полу коридора, спиной к двери зала, смотрел в стену напротив. Можно было сесть в машину. Улица Коненкова, 35 минут, пробок нет. Постучать в дверь. Она открыла бы, удивилась. Что случилось? Почему ночью? Я мог бы сказать, все нормально, просто решил заехать. Я позвонил снова в 11, потом в половину 12, потом в полночь. 4 гудка – это значит телефон выключен. Она выключает на ночь. Это нормально. Лег. В 2 часа ночи набрал снова. 4 гудка. Тишина. Как будто линия есть, но на другом конце уже давно никого. Утром я вышел из квартиры в 8:47. Прошел по земляному валу к метро, тому же маршруту, который был на стене. Я знал теперь каждую точку, где затормозит светофор, где я чуть срезаю через арку, где останавливаюсь убрать телефон в карман. Все это было зафиксировано до того, как я сюда переехал. На перекрестке земляного вала и Николаямской я остановился. Посмотрел на угол здания напротив. Красный кирпич, советский, с выщербленным карнизом. Тот же угол, что был на карте. Та же точка. Я стоял там минуту. Мимо шли люди. Никто не смотрел на меня. Или смотрели, и я не замечал. Или смотрел кто-то один, с высоты 3-го этажа, через стекло, с биноклем. Потом я пошел дальше, на работу. Сел за стол. Открыл чертеж корпуса «Б». Работал. Денис пришел в 10, поставил кофе, спросил по планировкам. Я отвечал точно и коротко. Все было обычным. Совещание, звонок заказчику, обед на Воронцовской. Котлеты с гречкой – 70 рублей. Я сел у окна, смотрел на улицу. По этой улице кто-то ходил каждую среду и пятницу с 81 года. По этой улице хожу я. Я подумал, а есть ли на карте кто-то, кто тоже не знал? Кто тоже обнаружил это или не обнаружил? Кто был здесь до того, как второй почерк закрасил все снова? Я не ответил себе. Просто доел котлеты, убрал посуду и пошел обратно к чертежам. К обеду позвонил маме еще раз. Не взяла. Трубку она взяла на следующий день,
14:17. Я сидел за рабочим столом в бюро и смотрел в план корпуса «Б». Телефон завибрировал. «Паш, ты звонил?» – спросила она. «Я на ночь отключаю, ты забыл». «Забыл», – сказал я. «Все нормально?» «Да, просто так». Она рассказала про соседку, которая поменяла замок и теперь конфликтует с управляющей компанией. Про Фиму, который уронил вазу и сделал вид, что при чем тут он. Про выставку акварелей в библиотеке. Сходила в среду, понравилось. Я слушал и смотрел в стену напротив рабочего стола. Там была схема планировок. Моя работа, мои линии, каждая на своем месте, каждая с автором и назначением. «Приедешь как-нибудь?» – спросила она под конец. «Да», – сказал я, – «скоро». Я не назвал дату. На следующей неделе я попросил Дениса задержаться после работы. Сказал, что хочу посоветоваться. Он остался, принес 2 стакана кофе, поставил на стол, сел напротив. Я рассказал. Не все, только про первый рисунок, про маршруты с датами, про Семена Андреевича. Про второй рисунок, про другой почерк. Про третий не сказал ничего. Денис слушал молча. Потом сказал: «Это, наверное, ценная история. Надо бы зафиксировать, прежде чем красить». «Я уже сфотографировал», — сказал я. «Тогда все нормально, закрашивай. Это же просто чудак-сосед, у которого была странная привычка». Я кивнул. Он помолчал, потом добавил, как будто только что подумал. «Слушай, а ты уже красил поверх? Хоть немного?» «Нет», — сказал я. Он кивнул медленно, посмотрел на свой стакан. «Почему?» — спросил он. Я не ответил сразу, подумал, потом сказал: «Не готов еще». Это был честный ответ. Денис его принял, кивнул еще раз и не стал разбирать, что именно я имею в виду. Он хороший коллега, умеет слушать, не разбирая. Я выпил кофе, поблагодарил, мы разошлись. Домой шел пешком, через Марксистскую, потом двором. Маршрут, который теперь знал с обеих сторон, и снаружи, как прохожий, и изнутри, как точку на чужой карте. На перекрестке у метро остановился, посмотрел на угол здания напротив. 5-этажка советской постройки, конец 50-х, облицовочная плитка. 3-й этаж, угловое окно. Из этого окна виден весь перекресток, вход на эскалатор. Арка, через которую я срезаю каждый раз, та самая, которая зафиксирована на стене моего зала с 72-го года. За занавеской темно. Я пошел дальше. У магазина сделал то, что всегда. Остановился убрать телефон в карман. 3 секунды, автоматически. Это движение отмечено на карте. Не мое, чье-то другое, 48 лет назад. Одинаковое. До дома 17 минут. Я знал это с первой недели. Теперь знал иначе. Семен Андреевич фиксировал людей, которые не знали. Теперь я иду маршрутом, который он зафиксировал, и знаю. Разница в том, что знание ничего не меняет. Ноги все равно идут через арку, к тому же подъезду, к той же двери. Архитектор знает, правильно спроектированный коридор ведет человека туда, куда задумал проектировщик. Человек следует логике плана, даже не зная об этом. Это не манипуляция, это просто то, как работает пространство. Семен Андреевич не проектировал район, он только наблюдал. Но я подумал, а вдруг разницы нет? Наблюдение и проектирование одно и то же, только в разном направлении времени. Один строит маршрут, другой его записывает. Человек идет. Я открыл подъезд, поднялся на 3-й этаж, остановился у своей двери. Ключ в замок, щелчок. Прошел в квартиру. В зале стены, инструменты у двери, раскладной стул у трещины. Все на своих местах. Поставил чайник, на этот раз намеренно. Смотрел в окно. Двор, тополь в темноте, скамейка. И подумал, интересно, кто смотрит сейчас на меня? Это была мысль, которая должна была пугать. В другой момент напугала бы. Но я стоял у окна с горячей кружкой и думал о ней спокойно. Как о факте. Как о чем-то, что всегда было правдой, просто я не знал. Может, это и есть то, что делает с людьми квартира на Таганской, 38. Не пугает, просто убирает неведение. Маршруты я не закрашиваю. Краска есть, белая, хорошая, та же марка, что на рабочих объектах. Купил еще в марте, стоит в коридоре, уже открытая. Стены ровные, слой ляжет нормально. Иногда вечером захожу в зал и сижу на стуле, смотрю.
Угол у батареи с трещиной, стена у окна. Угол у двери с коробом. В углу у двери маршрут, нанесенный вчера. Начало, мой адрес. Конец, ее дом. Третий почерк, нервная рука, тонкий слой поверх. Кто снял предыдущий слой в том углу и написал этот маршрут? Я не знаю. Когда? Не знаю. Как мог знать о моем решении, принятом 3 часа назад в метро между 2 станциями? Не знаю. Я архитектор. У каждой линии есть автор и назначение. Линия без автора – это ошибка в документации. Я ищу ее, нахожу, исправляю. Эту я не нашел. Иногда я думаю о том, что будет с этим маршрутом дальше. Кто-то нанес его под краску, значит, собирался потом снять и посмотреть. Или не собирался. Или дата – это не начало маршрута, а конец. Финальная точка какого-то наблюдения, которое уже завершено. Но чужую документацию иногда понять невозможно, только если сам был частью проекта с самого начала. В спальне я еще не снимал краску. Не потому, что некогда. Времени достаточно, по вечерам я теперь почти не занят ничем, только сижу в зале и смотрю на стены. Инструменты лежат у двери, фен заряжен, шпатель чистый. Я захожу в спальню, смотрю на стены. Думаю, там тоже что-то есть или нет. Может, Семен Андреевич ограничился залом. Может, второй продолжил только в зале. Может, в спальне просто штукатурка, просто 4 слоя краски и ничего под ними. Или там маршруты, которые я еще не узнаю. Пока не узнаю, потому что не прошел их достаточно раз. Я каждый раз думаю это и ухожу. Просто пока еще не снимаю. Фен стоит у двери, шпатель рядом. Бандаж на запястье я снял. Запястье почти не болит, если не работать с ним каждый день. Скоро, наверное, пройдет совсем. Иногда ночью я слышу, как в трубах работает отопление. Тихое металлическое позвякивание. Ровное, без пауз. Я лежу, слушаю и думаю о том, что этот звук был здесь еще при Семене Андреевиче. Те же трубы, тот же ритм. Он тоже лежал вот так и слушал. В ту же позднюю часть ночи, когда дом замирает и остается только это позвякивание. Он тоже его слышал. Стоял у окна с биноклем, слушал трубы, писал что-то на стенах. Жил здесь 29 лет. Однажды утром, не помню точно когда, где-то в конце мая, я обнаружил, что стою у окна зала. Смотрю во двор, тополь, скамейка, угол соседнего корпуса, провод, который перечеркивает небо. Телефона в руке не было. Значит, не просто вышел на звонок. Кофе на кухне стоял холодным, я его не пил. Я просто стоял у окна и смотрел. Не знаю, сколько времени. Я не знал, что именно смотрел. Я живу здесь 3 месяца. Семен Андреевич жил здесь 29 лет и нанес 7 слоев. Интересно, сколько он нанес за первые свои 3 месяца? Есть вещи, которые лучше было не находить. Тетрадь под матрасом, монета на веках, линии под краской. Проблема не в том, что ты нашел. Проблема в том, что оно ждало именно тебя. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один, в темноте. Если ты дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, Павел уже стал Семеном Андреевичем или еще нет. Следующая история уже готова. Включи уведомления, она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота, осторожно. Если ты ходишь одним и тем же маршрутом каждый вторник, кто-то уже это записал.